Ну давай, просыпайся, кибервоин будущего, у нас с тобой реально много дел. Я уверен, ты ждешь Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red, которая, кстати говоря, выходит 16 апреля 2020 года. А что если я тебе скажу, что ты можешь сделать предзаказ на нашем сайте и получить шанс стать счастливым обладателем уникального, лимитированного, коллекционного издания? В него входит куча всяких ништяков, ну, например, игра, бомбезная статуэтка, артбук, саундтрек, металлический кейс, нашивки, брелок, и это не предел. Все, что тебе нужно сделать, это с 16 по 23 июля оформить на сайте Конфи предзаказ, и тогда ты получишь возможность принять участие в розыгрыше. 24 июля мы определим 5 счастливчиков, которые смогут приобрести себе данную коллекционку после 16 апреля 2020 года. Ах да, забыл сказать, что это лимитированное издание, и оно перевыпускаться не будет. Думаешь, тебе повезет? Ну попробуй и узнаем. Переходи по ссылке в описании, если не боишься, конечно, и становись участником. Удачи! Пока китайцы нагло врывались на мировой рынок со своими до безумия бюджетными смартфонами с хорошей начинкой, корейцы тихонько наблюдали за всем этим и решили выстрелить своей А-серией, подбив черту 2018 года. Galaxy A10, A20, A30, A50 и же с ними — это не просто пришедшее новое поколение данной серии. Это, как по мне, революция в логике смартфонов Samsung. То есть переворот случился не с внедрением новых решений, хотя и такие имеются, а с работой над запросами пользователей. В 2019 году условно А-серия включает в себя и бюджетники наподобие прошлогодних джеек, и средний сегмент, и что-то около флагманское. Корейский бренд отходит от пресловутого ранее бизнес-статуса этих девайсов и прямо пропорционально снижает стоимость устройств, рассчитанных на большинство из нас. Сейчас мы с вами наглядно сравним Samsung Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A70 и A80. Среди всей этой кучи вы можете разглядеть немало комбинаций, поэтому для выбора остается реально много пространства. Какая-то из зашек 2019 года точно выстрелит в цель, если вам нужен средний бюджетник или даже бюджетник. Дисплей практически всех моделей построен на технологии Super AMOLED. Тут Samsung себе не изменяет. Исключение одно – A10. Это про яркую сочную картинку и прибавку к автономности. Все как вы любите. Страдальцы от шима могут сразу смотреть в сторону A10. Или же установить на смартфон дополнительный софт под названием OLED Saver. Но это для примера. Как и все приложения подобного рода, OLED Saver накладывает на ваш экран темный фильтр, и шим после этого вы не должны ощущать. Маленький вырез в экране уже официально и полноценно пришел на смену челке и стандартным прямым рамкам. Что интересно, вариаций так называемой капли в ашках Samsung несколько, и я считаю, что по ним можно ориентироваться на сегмент. Бюджетники A10 и A20 оснащены дисплеем Infinity V, среднячки A30, A40, A50 и A70 Infinity U, а вот тот так называемый мною около флагман A80 View Infinity. Последний для меня вообще прорыв. Это смартфон, который не имеет абсолютно никаких рамок, от слова совсем, только тонюсенькая черная черта по всему периметру. Даже флагман S10 имеет маленькое круглое отверстие, поэтому A80 с уверенностью разрывает шаблоны. Куда делась фронталка, я объясню позже. По разрешению экрана смартфоны тоже различны. Те самые бюджетники смогут похвастаться только HD+, а вот все остальные уже Full HD+. Количество пикселей немного возрастает у A70 и A80, но это связано с диагональю на 6,7 дюймов. Получились такие полноценные лопаты. A50, A30 и A20 по габаритам чуть поменьше, диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, а вот дисплей A10 занимает всего 6,2 дюйма. Если вы не любите лопаты, для вас Samsung создали модель A40 с экраном всего на 5,9 дюймов. Должна сказать, что все представленные смартфоны отличаются тонким корпусом. Толщина варьирует от 7 до 8 мм, а также проглядывается основной источник экономии Samsung в разрезе A-серии – материалы. Снова-таки, следуя за китайцами, производитель Galaxy A активно внедряет в линейку пластик под стекло и делает это качественно, без намека на люфты. Исключением является A80. Он уже из стекла и металла и достаточно толстый, почти что сантиметр. Сканер под экраном. Флагманская фишка, подумаете вы. Но не тут-то было. Оптический сканер отпечатка есть и
и у А-серии, а именно в более мощных моделях А50, А70 и А80. А20, А30 и А40 довольствуются всем привычным сканером на задней панели. И тут пометочка. Я еще не встречала на своем пути человека, который был бы доволен его расположением. Все хотят опустить его ниже, ну и я в том числе. Исключение Galaxy A40, он ведь маленький. В A10 дактилоскопического датчика нет, доступна только разблокировка по лицу, как, впрочем, и во всех остальных моделях. Конечно же, везде есть NFC и Type-C разъем, кроме A10. А вот расширение внутренней памяти, на удивление, недоступно для самого топового устройства линейки A80. Достаточно странно, но по идее встроенный должно плюс-минус хватать. И еще, любители проводов, обратите внимание, мини-джек из A80 тоже убрали. По большей мере A-серия 2019 работает на Exynos. A70 и A80 оснастили чипами Snapdragon 675 и Snapdragon 730. Они-то оказались и более производительными. Показатели Antutu вы видите сейчас на экране. В этом случае они прямо пропорциональны неймингу, исключений нет. Показатели 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL уже отличаются. Если идти по нарастанию, то последовательность следующая. A20 и A10 на одном уровне, затем A40, A30, A70, A50 и с большим отрывом замыкает A80. Приложение GameBench помогло мне отследить FPS на протяжении 30 минут игры в PUBG на каждом девайсе. Естественно, настройки графики я выкрутила до максимума. Самыми неиграбельными оказались A10 и A40. Во время бега, езды и какого-то экшена наблюдались сильные просадки до 14, 16, 18 кадров. Как правило, я играла на 19-20 FPS. 29-30 очень редко встречала, а среднее значение равно где-то 21-22 FPS. A20 проседал чаще всего до 19-20, уже все тормозило поменьше, и среднее значение здесь где-то выросло до 24-25 кадров. Еще реже огорчал A30. Он был самым стабильным из этой четверки. Просадки до 18 и даже 15 FPS были, но уловить их было сложно. Среднее значение 25-26. Результат Galaxy A50 проседал максимум до 25 кадров при езде, чаще 27-28. А когда меня начал нервно избивать мой противник, упал всего до 26. Среднее значение 28 кадров. A70 совсем немного снизил частоту до 28 и 27 FPS, всего 2 раза за всю игру. В самом начале и когда использовала машину. В остальном цифра 30 держалась. И, наконец, A80 был стабильно хорош. Показатель 30-31 держался все время, ни на каплю не снижаясь. Итого, прямо-таки производительными из линейки А я могу назвать модели A80, A70 и на крайний случай A50 с его Exynos 9610. Последний иногда может подлагивать, но не сильно. Из бюджетных хорош A30. А остальные я рекомендую рассматривать, если вы планируете играть в менее требовательные игрушки или вообще этим не собираетесь увлекаться. Тест камер показал нам следующие результаты. Самыми детализированными в разрезе основных модулей оказались на удивление твердые середнячки A30 и A40. Хороша она и в A80. В этих же моделях достаточно точно отображаются цвета, они естественные. Динамический диапазон, как по мне, наиболее широкий в A80 и раз через раз в A30. Почти на каждом снимке A20 и A70 мыли текстуры, и это меня огорчило. Фронталка наиболее удачной оказалась у A80 и A70. Там хорошо и с детализацией, и с цветопередачей. A40, например, слишком контрастный, а 10 и 50 модели какие-то наоборот тусклые. New Infinity Display в A80 реализован не в ущерб фронтальной камере, как уже понятно. Она трансформируется из основной. Да, это смартфон-трансформер в 2019 году от компании Samsung. Особых нареканий на портретный режим и фронтальный, и основной у меня нет. Неточности везде есть, но небольшие. A80 зарекомендовал себя лучше всех в таком режиме. Кстати, портретки нет только у A10, как и широкоугольного модуля. По части видео судить было сложно, так как сравнить сразу 7 смартфонов по всем параметрам практически нереально. Скажу только о некоторых особенностях. A10 совсем слаб, так как периодически у него появляются проблемы с фокусировкой. Лучше, по моему мнению, электронный стаб впилили в Galaxy A40 и A50. Младшие A30, A20 и A10 одинаково сильно дрожат. Кстати, в 4К при 30 FPS пишут только смартфоны, работающие на драконах. Проводя черту, хочу сказать, что в общем камеры, годные у таких ашек этого года, как A80
А70, А30 и А40. Селфи хорошими еще будут получаться на А70. Напоследок расскажу вам о тесте на автономность. Проводила я его дома, обо всех нюансах сейчас расскажу. Ну и, конечно, выделим победителей. Сейчас на видео мы просто покажем наглядно, как и в какой последовательности проходил сам тест. Но перед этим я хочу показать емкость аккумулятора каждого из смартфонов. Как видим, по 4000 мАч имеется в Galaxy A20, A30 и A50. Батарею A70 на 4,5 мАч вообще можно назвать феноменальной для Samsung. А вот A40 огорчает в этом плане. В 2019 показатель 3100 это такое себе удовольствие. Для честных результатов я перезагрузила каждый смартфон, поставила их в равные условия, выставила одинаковую яркость дисплея и врубила почти на максимум звук. Тест состоял из 7 этапов. 5 прогонов Antutu, 1 час видео в YouTube, 5 прогонов 3D Mark, 1 час записи видео на фронталку, 1 час игры в PUBG, снова час просмотра видео по Wi-Fi и остальное добила записью видео на основную камеру. Все именно так для того, чтобы использование производительных и энергоэффективных ядер чередовалось. Излишний нагрев меня пугает, если честно. Маленький спойлер, до 7-го этапа дожили не все, а результаты получились не такими очевидными, как могло показаться с самого начала. 5 прогонов Antutu разрядили Galaxy A80 на 20%, A40 и A50 на 17%, а наименьшие затраты отмечаются за A30. YouTube я смотрела в HD, потому что не все смартфоны поддерживают Full HD. А тест у нас честный. Итого всего лишь 9% потратил A70 и по 14 A10 и A40. Дальше у нас 3D Mark. Там я прогнала разные тесты, и более сложные, и менее, но подсадил он плюс-минус все смартфоны одинаково. Больше всего A50 и A80 на 19%, меньше всего A20 и A30 на 15%. Кстати, графика очень плавно грузилась на A80, прям приятно смотреть было. Фронтальная съемка записывалась в Full HD при 30 FPS. Очень много батареи тут сожрал A80, целых 25%. A20 сохранил тут больше заряда, разрядившись на 14%. Остальные примерно одинаково. На данном этапе мы видим явного аутсайдера. A80 всего оставшимися 24% заряда. В то время как другие смартфоны держатся на 30-40, а то и практически 50%. Идем дальше. PUBG. Я старалась и побегать нормально, и постреляться, и поездить на машинках. Все лишь бы из ряда напрячь ашки. Час игры больше всего нагрузил A10. Ему прям очень тяжело было, и он сел на 23%. Сразу же за ним A40 и наш аутсайдер A80. Они разрядились на 22 и 21% соответственно. В этой битве выиграл A20. Заметьте, кстати, не первый раз. Тем временем A80 уже сел на 97% и просто остался висеть на волоске. На следующем этапе при просмотре ролика в YouTube он, понятное дело, сдох. Его общий результат 5 часов и 27 минут. Не густо. Дальше за ним вырубился A40 на 5 часах и 47 минутах. Остальные смарты добились при съемке видео. Показатель A10 6 часов и 27 минут, A50 6 часов и 40 минут. На 45-й минуте буквально сразу же сел и A30, A70 продержался еще 10 минут до 6:55, а финалист у нас малыш A20, который стойко выдержал 7 часов и 5 минут. Итого, по результатам теста официально объявляю Samsung Galaxy A20 самым автономным смартфоном линейки. В этом сегменте конкуренцию ему может составить не такой подлагивающий A30 с лучшей камерой. Если нужен автономный и производительный смарт, смело берите A70, ну или на крайний случай A50. И да, быстрая зарядка на 25 Вт есть в A70 и A80. Fast Charge на 15 Вт поддерживает также Galaxy A50, A40 и A30. Самые младшенькие такой функцией не располагают. Итого, среди обновленной линейки A от Samsung вы можете себе найти огромный и очень производительный смартфон с большим запасом памяти, крутыми наворотами камеры и премиальными материалами корпуса. Можете найти мега-автономный девайс. Можете выхватить сбалансированный гаджет по средней цене, где все есть, но в меру. Найдете также компактный камерафон, а можете забить на AMOLED и производительность и удобно себе серфить соцсети на большом безрамочном экране. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Другие наши ролики об эволюции флагманов Xiaomi и обзор 5 фишек One UI, к слову, тоже ждут ваших просмотров. Пока!